Я не знаю, если, может, вы разделите мое впечатление. Показалось, там был такой момент косвенно, что ВСУ не сторона конфликта для Путина. Ну, то Ну, есть, это прям очень, это что-то новое. То есть, ВСУ, Украина, то есть, вот эта вот, ну, армия, которая там сражается, она не сторона конфликта. Он говорил о НАТО, он говорил, там, элиты уже давайте ну, знаете, садитесь. вот, да, это вот то, что мы воюем с НАТО, это уже так как-то пошел перебор. Одно дело, когда это у Соловьева звучит, другое дело, все-таки он уровень совершенно иной, это топ. Вот. Но, знаете, у Соловьева в свое время, и даже Яша Кедми, который трудно заподозрить в симпатиях к Украине, встал на дыбы, когда Соловьев там по поводу, мы воюем с НАТО. Говорит, постойте, но ведь Израиль воевал с арабскими государствами, которых учил офицеров и генералов Советский Союз, поставлял оружие Советский Союз от патронов стрелкового оружия до баллистических ракет. И никто в Израиле не говорил о том, что мы воюем с Советским Союзом. Да, НАТО поставляет вооружение, да, НАТО поставляет, страны НАТО финансируют войну, но непосредственно участие, то есть они не являются стороной конфликта с точки зрения международного права. Поэтому здесь уже такая четко идет пропагандистская конструкция. Ну, вот как бы это уязвимость. Ведь те же страны НАТО, европейские страны НАТО, купили российских энергоресурсов за годы войны на 222 миллиарда евро, в то время как помогли Украине примерно на 150. Ну, как-то тяжело себе представить, чтобы во время Второй мировой войны там Германия могла покупать энергоресурсы у Соединенных Штатов или там, ну, как-то, ну, вот здесь логика, конечно, гуляет. Но для россияне, как говорится, people have эту конструкцию. Ну так а Э, вопрос, подождите, а что делать Европе? Ей же надо как-то экономику поддерживать свою. Я был в шоке, когда по статистике, Bloomberg привел статистику, в общем, у нас есть Г7, и там 6 стран с долгом к ВВП больше 100%. Это Да. Г7. Ну и с Германией приводил пример Меркель. 100 миллиардов профицит бюджета сейчас, при Мерце 24 миллиарда дефицит бюджета. То есть большая европейская тройка с точки зрения финансов, они полубанкроты. Ну, Британия, понятно, у них всегда бюджеты с дефицитом, но может ли Украина что-нибудь хотя бы в среднесрочной перспективе планировать, рассчитывать на помощь тех стран, где банально проблема дефицита бюджета, где банально нет лишних денег, и мы же видели, как в 2024 год Германия на 8 миллиардов помогла Украине, а уже в 2025 уже 4, то есть возможности сокращаются. Вот. Но тем не менее это никого не смущает. Я думаю, что как говорится, в ближайшее время, если не найдут какое-то конгениальное решение, где найти недостающее, то есть вот это Украина и налетит на проблему банально того, что к ноябрю месяцу, ну, перспектива такая, что военным нечего будет платить. Ведь что сейчас предлагается? Ведь раньше вот эти деньги Соединенных Штатов, стран Евросоюза, они шли на финансирование государства. А война финансировалась из собственных налоговых поступлений. Что теперь предлагают? Чтобы часть этих денег можно было направить на военные нужды. А это вот финансисты могут объяснить, чем это чревато, то есть и как это будет воспринято. А что если Европа денег не даст? Ну вот Ну, просто мы же видим, что уже, смотрите, плана Б нет. Ну вот у него, вот у Зеленского, говорит, план А – закончить войну в этом году, а план Б – это 120 миллиардов.
Знаете, ну, во-первых, сколь-нибудь долгосрочное планирование и стремление подумать о завтрашнем дне не является добродетелью Зеленского, как говорится, с его, как говорится, окружением. То есть, ну, не планируют они, то есть, ну, по принципу армейского старшины, масло съели, день прошел. А второе, ведь, знаете, понятно, что у нас никто не говорит об инфляции. Ну, достаточно просто иногда беру с блокнотиком, там, прохожу по супермаркету. Ну, за последний месяц там любые там, если брать продукты питания, там что до 100 гривен, плюс десяточка. Вот, ну, это фигурально, вот, это 10% инфляции. Включат становки, естественно. Вот, и перспектива того, что мы можем получить уже в 2026 году квантовый скачок гривны, там с 40 гривен куда-то там к 60, к 80. Вот как решалась эта проблема в 2014, в 2008 году. Мы уже помним, что происходило с курсом. Ну как это? Шаг гривну бережет. Шаг А, теперь будет вместо ну, копейки. да, Кость Бондаренко пошутил. Революционный держите шаг. Да, это, конечно, очень полезная и нужная реформа, особенно сейчас в этой связи. Но вернемся все-таки к перспективам, да, закончить войну. А вы можете дать ответ на вопрос, а почему вот у Трампа конкретно, был же выбор, да, вот он, конечно, Трамп, он как вот какой-то такой маятник, да, то в одну сторону, то в другую. Сейчас он, конечно, залетел, этот маятник, на сторону Зеленского. Не факт, что он не развернется, не полетит обратно, и Да. это будет Ну, еще более там шокирующий разворот. Но вот особенно если было же Трамп два пролетит предложения. Нобелевской премии мира. Было, ну да, к Нобелевской премии. Было же два предложения. Предложение первое. Значит, Путин, ну это если верить прессе и сливам, да, то есть мы не знаем на самом деле, но предполагаем, что где-то так это и было. Путин заканчивает войну по линии фронта, просит забирать, ну, отдать ему Донбасс, Луганскую и Донецкую области полностью. Оттуда, где он зашел, уходит, не уходит, там были вопросы. Некоторые говорили, что вполне себе, если договорятся, демилитаризация, там туда-сюда, они и уйдут из Харьковской области, из Сумской, из Днепропетровской. Россияне, имеется в виду, уйдут. Запорожская атомная электростанция. Вообще совместная добыча электроэнергии. Представляете? Американцы, украинцы, русские. То есть целый там набор. И действительно выглядело все плюс-минус удобоваримо. Что украинская сторона предлагала? Значит, нет, сначала перемирие, а потом все остальное. Никаких вот этих шагов по демилитаризации, сокращению армии. Наоборот. В общем, Путин, в общем, Трамп, давай, не хочешь давать денег, не давай. Не хочешь оружие продавать, не продавай. Но делись разведданными, и как бы нас путь в стороне, но вроде за нас, в нашем лагере. А мы вот повоюем. И Трамп выбирает вот этот второй путь. Почему? Возможно, то, что убедился в том, что вопрос не решается. Ну, у него, мы же помним, что у него была иллюзия простых решений сложных и запутанных вопросов. Вот он увидел в том, что, как говорится, реальность совершенно, имеет совершенно другие стороны. А вот особенно недовольство тем, что ну, на фоне разговоров, то, о чем договорились в Аляске, интенсивность ракетно-шахедных ударов в сентябре возросла. Еще даже до того, как в Париже стало понятно, что у европейцев и у Зеленского, то есть у интернационал-глобалистов, совершенно иной подход. Вот ну, он публично это заявил. И его вот последние пассажи насчет подумать о дальнобойном оружии, подумать о предоставлении разведданных для нанесения ударов в глубину Российской Федерации. Но это, по сути, разрыв того, с чем договорились в Анкоридже. Но Путин тут сдержался.
Ну, во всяком случае, таких выпадов в адрес Трампа мы не увидели. Возможно, все-таки он считает, что говорить можно все что угодно, но если на уровне действий он не видит каких-то радикальных шагов, ведь можно говорить о томагавках, но долго говорить, но не давать их. И он прекрасно это понимает. Равно как Соединенные Штаты даже после вот этого персонального успеха Зеленского с его визитом и выигранным временем, Соединенные Штаты не поддержали резолюцию антироссийского, совершенно антироссийского содержания, которую поддержала Украина, европейцы, но в Совбезе. И равно как не было шагов по ужесточению санкций со стороны Трампа. Это мы тоже видим. Поэтому, возможно, все-таки надеются на то, что диалог удастся сохранить, ну, а в качестве такого вероятного противника, исчадия, как говорится, ада, ну, откуда все зло, предстает, как говорится, страны Европы. Ну, пассажи по поводу того, что, знаете, ну, с одной стороны, ведь тут тоже та самая пресловутая готентотская мораль. Если в России резко возросла доля военно-промышленного комплекса в структуре экономики, ну, то есть мы говорим, это милитаризация экономики. Это нормально, это хорошо, но если это делают европейцы, то это милитаризация, это пушки вместо масла, это подготовка к войне, ну, знаете, тут как бы каждый со своей колокольни. Но европейцы, по-моему, судя по тому, как прошло все в Дании, да, пока это в основном на уровне декларации. Практически, ну, пожалуй, единственная страна, европейская страна, которая вот эту милитаризацию и модернизацию вооруженных сил перевела в практическую плоскость, сегодня Польша. Вот. А что говорить об остальных странах? Ну, Германия с ее крошечной сухопутной армией, и Британия, у которой там на 70 с хвостиком тысяч сухопутных сил, ну, это ни о чем. Поэтому пока это больше такое ритуальное бряцание оружием, но и говорить о том, что европейский ВПК вот с места в карьер, как говорится, ну, тут тоже все пока обстоит весьма и весьма грустно. Но американцы могут быть довольны, в всяком случае, американские оружейные корпорации, тот же Raytheon, Lockheed Martin, ну, загружены на годы вперед заказы. Они банально не справляются. Другое Если, дело то, что если мы перенесемся в Украину и немножко вот как бы, осветим вашу кафедру, да, политехнологическую. ну, Вообще, политтехнологий в Украине уже нет. То есть это, знаете, как у Пелевина. Либо пидорасом у клоунов, либо э, клоуном у пидораса, помните. ну, смотрите, тут все равно очень интересные вещи всплывают. Рейтинги Залужный там обгоняет Зеленского. Вроде как закрыли с 1 числа все вот эти Да, офисы. да, да, на А, паузу, на ну, паузу, на подождите, а паузу. их новые открывают. Новые открывают. Подписчики конкретно снимают, как новые офисы. Там, где был магазин порошков в Измаиле, поставили офис «Слуги народа». То есть и бренд «Слуга народа». Фракцию вроде как на днях или Да, собирает да. Зеленский. Зачем хорошим? Понравилось ему с Ну, депутатами общаться? я думаю, что там действительно будет формально это то, что он хочет отбить вот этот негатив в том, что он правит авторитарно, что с депутатами не советуется, что не извел депутатов до, как говорится, шестерок, которые голосуют там за тот конверт, который они получают ежемесячно. То есть вот снять вот этот негатив. Ну, мне кажется, что здесь возможно, речь пойдет о тех самых пресловутых тяжелых решениях, но ну, не в традициях Владимира Александровича, чтобы, как говорится, произвести впечатление, то, что он по-прежнему остается демократичен, открыт для диалога, но это ну, не его. Вот. Явно здесь что-то другое.
Что касается депутатов, вот бытует в их кругах такая конспирологическая версия, что коварный Зеленский с Ермаком вот, выборы объявят, как говорится, без предварительных, в тот момент, когда все расслабятся и когда к ним никто не будет готов. А значит, надо быть во всеоружии. Ну, причем, ну, это больше даже не в рядах слуг народа, это там, другие политсилы, те же олигархические группки, там ходит такая версия. Ну, а то, что слуги народа открывают офис, ну, ведь чувствуют в том, что приближается, так или иначе, это вопрос времени, там, может быть, полгода, может быть, год, но когда-то они и будут. И многие наивные считают, что ну, вот если показать эту активность, они окажутся в тех самых 20-30 тушах, которые Зеленский возьмет в свой блок. Больше не возьмут. Поэтому, а остальные, ну, ведь там, помним, что сколько было в монобольшинстве, уже ищут свою дальнейшую перспективу вне команды Зеленского. Да, ведут переговоры с другими политическими силами. Это есть, что есть. Вот. Но число этих счастливчиков будет очень ограничено. Я прогнозирую, что 20-30 человек может попасть, ну, с учетом того, что блок Зеленского вряд ли повторит успех «Слуги народа». И тем более, что выборы, вот Молдова нам показала, знаете, никто не рефлексировал того, чем молдовские выборы обернутся для украинских ну, политиков, избирателей. Ну, а что Молдова показала? Что в Молдове избиратель допускается на выборы избирательно. Ну, пример, чтобы не быть голословным. Левобережье, это Приднестровская Молдовская республика, ведь там 277 тысяч избирателей по реестру центра Молдовского центра избиркома. 277 тысяч. Смотрим дальше, как говорится. Вот тут же игра в наперстки, только все наперстки пустые. Вот со стороны Майи Санду и команды. Оставляют всего 12 избирательных участков на левобережье. На них дают 23, аж 23 тысячи бюллетеней. Ну, сечете эту цифру. Ну, 100 раз 277. меньше. Да. И плюс еще за 10 дней до выборов перекрывают на ремонт все мосты через Днестр. А в день выборов 3 ключевые моста минируют на весь день. Ну вот кто-то удивляется. В то время сотни избирательных участков по Европе, в спортивных залах, в библиотеках. Вот и дело в шляпе. По-моему, учитывая то, что там был наряду с Гельманом был замечен Сьяр Крушутов, как говорится, в кулуарах, возможно, этот творческий, этот молдовский опыт будет творчески перенесен на украинскую почву. То есть, когда будут отсекаться целые регионы от избирательного процесса, дабы не портить статистику и общую картину. Поэтому ну, тут уже политтехнологии будут, понимаете, ну, потому что действительно вот, блок Додона, юридический блок, ну, они, да, там уповали на старые технологии, на агитацию, на листовки, работу там, на улице, но, знаете, это, э, в этой ну, применительно к Молдове это не могло принести Ну, результат, погодите, поскольку... вы такую очень достаточно Да, интересную мысль сказали о том, что будут все регионы отсекаться. Это же сделать достаточно проблематично. А если проводить выборы во время войны, ну, военного положения, то тогда вообще легко. ну, если еще и сделать цифровое голосование онлайн, к чему хотят отрицают, но к этому готовятся. Вот. А как ты, что ты там, в сервер залезешь, там проконтролировать это будет нереально. И самое главное другое. Вот, знаете, понятно, что против лома нет приема, если нет другого лома. Но вот этого другого лома у молдовской оппозиции не оказалось. Вот. А Европа, которая много и красиво говорит о свободных и демократических выборах,
учит нас этому, но тем не менее сквозь пальцы посмотрела на, вот, как говорится, художество Санду и команды. Поэтому боюсь, что и в нашем случае, что бы тут не творили с онлайн-голосованием, кого бы тут не отсекали, точно так же посмотрят сквозь пальчики. Вот, и тогда можно намалевать любой результат. Но для этого надо остановить, прежде всего, остановить войну. Правда, обратите внимание, мало кто обратил внимание на заявление о том, что после, даже в случае подписания перемирия, военное положение автоматически не будет отменено. Слышали такое же? Конечно. Вот. Это уже пошел такой вброс, презентировали, посмотрели, что никакой реакции нет. А не отменено военное положение, так можно и выборы не проводить, можно расслабиться. Зачем напрягаться? Ну, тут Ведь, есть, смотрите, тут какая-то вот есть все равно загадка, потому что Зеленский сам попытался на опережение отсекать эту историю, говорит, вот только перемирие мы выборы проведем, только ну, это, там... это же слова. Ну, Нет, ну это же слова, которые адресованы в ответ на что-то, то, что мы не слышали. А на, что на мы... упреки, да, на публикации в Политико, ну, Ну, то есть, мне кажется, что претензии кулуарно есть по этому поводу, ну, мол, можно, да, высказывать, но это можно пережить, сослаться на непреодолимые обстоятельства и так далее. Ну, Владимир Александрович, это не впервые. вопрос То есть, только вообще в сути политики Зеленского. Вот в сути. Потому что тут вот есть редактор «Нового времени», издания такого, Сыч. Он выдает очень интересную как бы историю. Кулебу уволили с должности министра иностранных дел на следующий день, когда пришли рейтинги в офис президента, где у него рейтинг сравнялся с президентом. Ну, там как-то закрытые рейтинги. Верите в эту байку? но в то, что рейтинги – это демонстрация амбиций, автоматически порождает подозрения. В это я верю. Я прекрасно помню 95-й год, когда Марчука с поста премьера убрали за формирование собственного политического имиджа. То есть, ну, чрезмерно пиарился, заподозрили в политических амбициях, и Леонид Данилович быстро эту проблему решил. Вот. И в наших реалиях, безусловно, вот эта ревность мы уже не раз наблюдали, как и по Залужному, как это сказалось на его карьере, и как там с Будановым сложно у Андрея Борисовича отношения строятся. У Буданов, кстати, ну, довольно системно и последовательно ведет пиар-компанию, даже с перебором, как для новой спецслужбы. И ну, ребята из Пары, ну, на моей памяти они там еще в оранжевой революции засветились. Сегодня формируют такую технологическую команду главы ГУР. И, естественно, его тоже подозревают, что в какой-то момент вот, ляжет на измену. Ну, не родине, а Владимиру Александровичу. И, естественно, поэтому вот эта версия, она не лишена оснований. И то, что вот с рейтингами, знаете, вот что скрывают рейтинги. Где-то вы встречали цифру, ну, количество тех, процентовку тех, кто ни при каких условиях не будет голосовать за Зеленского. Антирейтинг. Нигде. А это говорит о том, что 90% рейтингов, которые выбрасываются в информационное пространство, являются банальной туфтой, заказухой. Нет, подождите, Вот. у них-то есть реальные рейтинги? Есть и антирейтинги. А это ключевое, учитывая то, что президентские выборы у нас в 2 тура, учитывая то, что сегодня нет явного лидера, там, который может в один тур сделать все в один тур, вот, то надо смотреть на то, кто является меньшим злом. Вот, ведь в 2 тура голосуют не за того, кто лучше, а за того, как говорится, против того, кто хуже, то есть кто самый плохой. Вот и повторяется, сейчас повторяется, если так апеллировать к закрытым рейтингам, то вот по слухам, долетающим из кулуаров, вот, Владимир Александрович идет по стопам Петра Алексеевича полным ходом. Артист Но, какой-то придет с ним тягаться? ну, я думаю, скорее всего, все-таки пока
генерал, то есть если не собьют, но, знаете, артистам уже наелись. Комаровский Гордону в Мгм. шапке выдал интересную эмоциональную сентенцию, но, в принципе, достаточно По логичную. поводу, по поводу уже вот этих шпрехенфюреров, По поводу того, что нужно брать и публично наказывать людей, которые да. разрывают, разъединяют Ну, общество. Ну, знаете, кому-кому, ну, Гордону, наверное, это очень интересно ну, было послушать. И ввиду того, что вообще происходило на Петровке, тут же понимаете, какая ну, история? тут попахивает, помните, кто любил там на этих костюмах дезинфекторов, кто любил там в белых халатах, там, ну, творческий стиль Люмпина, ну, мы же помним, кто там с морковкой подъезжал к Яценюку. Вот, ну, Тут другой это момент. Вы понимаете, в чем дело? шаблоны. Тут же полицейские, которые защищают фактически Людей, грабеж. которые, Ну, да, этих людей не пришли просто грабеж, а люди, которые пришли нарушать Конституцию Украины. Конституция, подождите, давайте Конституцию, ладно, у нас все на паузе. Мы забыли там русский язык, язык оккупанта, туда-сюда. И вот они с благой такой миссией, с такие ротатые женщины с этими мегафонами наезжают на этих стариков, ну, фактически, ну, как, ну, старики, реализаторы там стоят на точках и так далее. И Конституция на паузе. Но даже вот так по формальному признаку запираются какие-то непонятные товарищи, швондеры какие-то, понимаете? Мгм. Да, Заперлись к ним, отобрали товар. Сидит этот да. дед или это бабушка, да, они сидят, торгуют этим. У этого предпринимателя забрали товар. Там букинистическая, там старая, еще изданная в советские годы, да, потому что те, у кого была так поцивильнее литература, посвежее, те попрятали. А вот, естественно, оторвались на вот этих стариках, которые торгуют, ну, это самые, там, маржа минимальная, это пенсионеры, чтобы там все копейку в пенсии. В основном торгуют старой советской литературой, изданиями классиков, и да, оно находит спрос, не скажу, что там большой ажиотаж, но оторвались на ком? На тот, кто не может ответить. Но не нашлось того, кто бы от этих мавнюков отправил в пешеходное эротическое путешествие коленом под зад. А тем более, ну, вот меня всегда, что удивляло, они, вот эти ратующие за мову, ну, потребовали бы, внесли бы петицию президенту о том, чтобы призывать ВСУ только тех, кто володіє на належному рівні державною мовою. Ну, вот это было бы справедливо. Вот. А не владеешь державной мовой, там иди там, или там лишай гражданства, но они же этого не делают. То есть это, ну, это показательные выступления. Но мне кажется, что за эти показательные выступления Кремль приплачивает. И кое-кому, вот, я говорю, помните, покойная там, активистка за мову. Ну, у меня такое ощущение, что Фарион закрытым указом там, Героя России. Да. Вот, поскольку явно вот эта работа, она ну, должна была бы давным-давно стать предметом интереса спецслужб. Вот, ибо в условиях войны вот, эта работа, это вот такие перформансы, показательные выступления, это работа на врага. Но у нас почему-то это проходит с поддержкой полиции. Ну вот, и в подобных историях государство выступает на стороне вот такой шоблы. Ну, может, так и задумано. Вот естественно, это наводит на вполне такие конспирологические теории. И голос Комаровского – это глаз вопиющего в пустыне. Значит, приходит информация, что ударили по энергообъекту в Краматорске, сообщают в местных пабликах. Видимо, вынос электроэнергии продолжается. Да. То есть на смену операции «Магистраль» операция «Энергосеть». Ну, это вполне ожидаемо. Я же говорю, что с сокращением светового дня, с похолоданием это пойдет все интенсивнее. Увы, но вот, а где же наше ПВО, ну, где Патриоты? Ну, понятно, на всю страну не хватит, но судя по тому, что и Financial Times опубликовала, то эффективность ПВО упала там с 37 до 6% при перехвате ракет. Это, конечно,
А как мы тогда, подождите, а как мы тогда сбиваем 95% целей? Нет, ну, как, если запрещают публиковать прилеты, это тоже ж криминализировано, это постучат парни в штатском, вот, из избушки. Э, Можно рассказывать все что угодно, если, как говорится, информация закрыта. Что и 99%, то есть, но люди-то знают, когда в той же Черниговской области там более десятка прилетов, там люди насчитали, то есть и это были именно прилеты, как в Днепре были прилеты, да, рассказывают, что там по колл-центрам, которые якобы там, ну это тоже это, фуфел, который вешается на уши, ну Почему? там четко, ну, знаете, колл-центр, это что там, в окно шахед влетел. Там вынесло стекла, учитывая доходы колл-центров, там поставить там выбитые стекла, это дело там пары дней. Вот. А серьезно там офисы как работали, так и работают. Ну, учитывая то, что у них очень мощная покрышка в лице нашей спецуры и полиции. Ну, ничего удивительного тут нет. А, можете ответить на вопрос, а что вообще происходит с этим делом убийцы Порубия? Значит, Порубию дали на день 1 числа, на день защитников и защитниц Героя Украины, и Мгм. засекретили его дело. Все, теперь никто не может Да. это посмотреть, а Ну, сегодня там, СБУ выходит и говорит, 100% есть все что доказательства, да, что русские работал заказали. на врага и так госизмену, ну, Вопрос. э, Отец, сын которого погиб на фронте, идет и получает там задания, деньги, возможности и, в общем, вербуется, да, вот, к россиянам. Это первая нестыковка. И вторая нестыковка. А на кой им нужен Порубий был? ну, это загадка. Тут я все-таки склоняюсь больше к версии о внутренних причинах. А понятно, что задача, естественно, натянуть сову на глобус, показать, что это рука врага дотянулась до пана Порубия. Вот. Но как бы из кулуаров долетает, вот, и Бойко, известный журналист, опубликовал о том, что в офисе, точнее в номере Порубия в готеле Киев нашли то оружие, которое он забрал из батальона ТРО. Помните, он позировал уже там с автоматом, там автомат, пистолет Стечкина, патроны и так далее. То есть, и другая версия, там вбрасывали о том, что из окна его номера можно было прослушивать ту самую пресловутую квартиру Миндич вот, на Грушевского. Учитывая то, что технические средства ну, известны еще с 70-х годов, уже лет 50, то есть с помощью лазерного луча, это можно, ну, нельзя ничего исключать. Вот, возможно, поэтому засекретили, поскольку, возможно, всплывает то, кто не должно быть. Ну, а чтобы не портить вот этот лубочный образ героя Украины, ну, для меня это большой вопрос. Какой он герой, когда 18 февраля 22 года его якобы хватил инсульт, а людей он отправил на бойню, то есть под молотки Беркута и тетушек. Но как-то это с вот этим героическим образом абсолютно не вяжется. Ну, на мученика он точно не тянет. Вот. Но в стране нужны герои. Это Мы видели. точно. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и перейдем к вопросам вашим. Приблизят ли блэкауты и удары по газодобыче в Украине окончание войны? 15% считает, что да, быстрее будут садиться и договариваться. 18% нет, начнут лупить, в общем, градус эскалации повысится, будут лупить по Крыму и Москве. 29% нет, на фронт это не повлияет. И 38% да, быстрее наступит полный коллапс и капитуляция. То, что вы и говорили. Да, как я предполагал. Вот. Ну, что тут добавить? Тут не добавить, не прибавить. Картина маслом. Переходим к вашим вопросам. Друзья, спасибо большое, что оставляете вопросы, интересуетесь теми или иными темами.
Поехали из сообщества YouTube. Виталий. Добрый вечер, Александр Андрей Владимирович. Вопрос. Как вы относитесь к призыву вашего коллеги Старикова, который сегодня, изучив разведпризнаки в валдайском обращении Путина, посоветовал украинцам закупать каши? Заранее спасибо за ответ. Ну, вполне рациональный совет, учитывая, знаете, как раз каши, консервы относятся к продуктам длительного хранения. То, что, естественно, украинцы там наморозили, ну, за лето и осень в морозильниках, естественно, это все пойдет прахом, это будет выброшено, если только случится блэкаут. И просто тут надо думать о том, что в условиях, если нет электричества, что можно будет использовать для приготовления еды. Поэтому вполне рациональный совет. Все-таки Стариков в прошлом военный, полковник в отставке, поэтому он знает, о чем говорит. Человек, привыкший к преодолению трудностей. Мгм. Дмитрий Бардашов задает вопрос. Как скоро Запад начнет поставки Украине ядерного оружия для ударов по России? Нет, этого не будет. Украине даже потенциально, да, F-16 можно и использовать, но дальше оперативно-тактических ракет Атакам с довольно ограниченным радиусом действия дело не пошло. Более того, Запад сделал все, и, в принципе, и это была общая позиция с Россией, чтобы у Украины и духа не было, кажется, чтобы в Украине забыли о возможных носителях такого оружия. Ну и, в принципе, и наши власть придержащие этому были рады. Я просто напомню, что я много раз приводил пример о том, что досталась 900-тысячная группировка от советской армии, причем хорошо вооруженная и оснащенная, ведь вводились войска из Венгрии, из Германии, а там все-таки лучшая, наиболее современная техника. Плюс и возможности ВВС были немаленькие. Те же Ту-160, Ту-22М3. Всего 300, Украина получила около 300 ракетоносцев. Как раз вот к первому году президентства Ющенко вот с ними все было закончено. Остались только в музеях в Полтаве, музей дальней авиации, здесь в Жулянах, надеюсь, еще не разбили. Все, в принципе, поэтому разговор о том, что передадут ядерное оружие, ну, это не имеет под собой никакой почвы. Мгм. Петр Скоморохов. Трамп сегодня говорит, что думал, встреча с Путиным в Анкоридже была прекрасной, но когда он вернулся в Вашингтон, Путин снова запустил дроны на Киев. В чем претензии? Разве не он после Анкориджа говорил, что ему уже не нужен временный сисфайр, ну, прекращение огня, а нужен полноценный договор об окончании войны? Договора о сисфайре не было. Нет, нет. Ну, знаете, Дональд Фредович, ну, настолько он самовлюблен, у человека завышенная самооценка, он завтра будет рассказывать о том, что он прекратил многовековой конфликт Монтеки и Капулетти, и, да, и сейчас занимается прекращением конфликта Тома и Джерри. Вот. Поэтому э, ведь нюансы. Вот, к сожалению, поверхностность Трампа, ну, она играет свою. Ведь ему стоило обратить внимание на то, что никаких отступлений от ультимативной позиции, сформулированной еще в августе 2024 года на коллегии российского МИД, из уст Путина не звучало. Серьезных отступлений. Ну, за исключением там вот возможности размена. Ну, а это означает то, что если Украина не акцептировала, это значит трудно ожидать тому, что будет там. Ну, может быть, он ожидал снижения интенсивности ракетно-дроновых ударов, атак, но этого не случилось. Поэтому, к сожалению, сейчас все поставлено на войну, и я думаю, что до Нового года, если не прилетит какой-то черный лебедь в виде, допустим, инцидента с АЭС, вот как когда эскалация поднимается на пик, и это заставляет стороны сесть и договариваться. Если этого не случится, то я думаю, что пока, к сожалению, и дальше война будет продолжаться. Лина Востроилова, можно ли было олигархов до военного времени считать элитой?
Нет, ну у нас же самопровозглашенная элита, ну, по тому месту, которое они занимали, по влиянию на принятие решений, на экономику, да, это элита, но ее, кажется, назвать полноценным, в полном смысле слова элитой, у меня язык не повернется. Ну, поскольку эти люди мало что создавали, они больше допиливали, доедали, распродавали то, что э, попало к ним, как говорится, на дурняк, досталось вот, наследство УССР. Э, Что, хоть кто-то может что-то сказать, хоть один какой-то крупный завод, но Рошен не в счет. Это все-таки конфетки, а такое системное предприятие, электростанции, атомные электростанции, это все было создано до. И благополучно вот на советском наследии украинский олигархат жил по принципу приватизация прибыли и национализация убытков. Ну, разве можно этих людей называть элитой? Это Ярос... так, элит. Да, Ярослав спрашивает у вас. Добрый вечер. Подскажите ответ на вопрос, который меня давно мучает. Зачем изменили первую строчку гимна Украины с «Ще не вмерла Україна», «Ще не вмерла в Україні»? Господство формы над содержанием. Вот, к сожалению, вот эта театральщина, демонстративность, оно то, что еще и на что внимание обращал еще и Скоропадский, когда критиковал украинских националистов того времени, столетней давности, это никуда не исчезло. Ну и боюсь, что если Украина сохранится, то придется и Конституцию, возможно, и гимн переписывать. Ну, так как бы, идти по пути, вот, когда знаете, компьютер зависает, мы нажимаем кнопочку Reset. Получится ли? Это такой вопрос. Большие сомнения на этот счет, но это уже назрело и перезрело. Владислав, добрый вечер. Александр Андрей Владимирович. Провал инициативы по изменению правил принятия решений для ускоренного вступления Украины в ЕС разве не доказывает очевидный факт, что Украине до ЕС как ослу до морковки? Ведь смягчение правил в обход Венгрии хотели ввести всего лишь на промежуточных этапах, а не на ключевых. И даже тут облом, причем от ярых сторонников. Всю эту риторику о цели вступления понять легко. Одним страшно осознать последствия, если вдруг всплывет горькая правда, что они в ЕС не нужны. И это просто один из Естественно, факторов. А, рушится миф, но, знаете, когда ребенок к дню рождения ждет какой-то подарок, а ему, скажем так, очень, мягко говоря, очень сильно разочаровывают. Такая сильнейшая психологическая травма на годы вперед запоминается. Вот. А тут многие же свято убеждены, что на полном серьезе школьные учителя рассказывали детям о том, что вступимо в ЄС, заробітна платня буде по 1000 евро, а пенсии будут по 500 евро. И люди свято этому верили, вот эту евроинтеграционную морковку. А то, что никто же не отдавал себе отчет о том, что это фактически это, ну, это обрезание суверенитета и независимости государства. То есть, когда значительную часть суверенитета отдается евробюрократам в Брюсселе. И во многих странах Восточной Европы, ну, поговорите с болгарами, например, они много чего интересного расскажут. Или те же венгры, словаки, поляки. Там, мягко говоря, Брюсселем недовольны. И знаете, к тому времени, когда может очередь дойти до Украины, ну, и ЕС может развалиться. Как шутили злые языки о том, что Украина вступит в Евросоюз после Турции, но Турция в него не вступит никогда. так, значит, два вопроса. В общем, они примерно такие похожие сами по себе от Людмилы и Оксаны. Да? В общем,
как вы с закрытыми глазами стреляете, тогда без спутникового наведения НАТО и целеуказания можно запустить ракету или беспилотник. Вы серьезно думаете, что полетные здания разрабатываются, загружаются в ракету не НАТО? Ну и Нет, Оксана о том, что Рубио говорит о нет. прокси-войне ЦРУ, Ми-6, прилетают ракеты по иностранным офицерам. А то, что Россия говорит, что воюет с НАТО и с Западом, это типа пропаганда. Вон, у Биби весь арабский мир обвиняет в спонсорстве своего противника, и ничего, как у вас все удобно. Нет, ну, пропагандистские конструкции, они такие. Биби может объять весь арабский мир, но с некоторыми арабскими странами у него вполне ровные отношения. Что касается да, наведения, то, безусловно, тот же Томагавк, тот же Атакамс, введение полетного задания, понятно, что без спецов, которые набили на этом руку, невозможно запустить. Поэтому это да, то есть то, что в Яворове давным-давно, то есть обосновались и американцы и британцы, это ни для кого не секрет, достаточно там попить кофе в пятницу во Львове, чтобы убедиться в том, что как много их. Но, тем не менее, в окопе сидит, в посадке сидит украинский Микола. И за рычагами танка тоже э, Петро, сельский механизатор, но не Ганс, не Джон, так или иначе. То есть де-факто и де-юре, но страны НАТО не являются стороной конфликта. Пропаганда, ну, знаете, ну, надо же образ врага ну, как-то объяснить россиянам. Ну, не будет же Путин рассказывать, ну, что мы не задействовали весь арсенал, что мы в 22 году ошиблись с самой идеей СВО, о том, что запас прочности Украины оказался намного выше, что мы не ожидали, что Украина получит такую помощь оружием и финансированием, ну, это не бралось в расчет, но признаться в этих ошибках, ну, значит, ну, как-то не камильфо. А значит, надо объяснить, потому что мы же с целым НАТО воюем, то есть с целой Европой, вот подобно тому, как Европа с Гитлером пошла на Советский Союз, хотя там что там, по, э, на балансе, если у вермахта было 190 дивизий, ну, была там, допустим, французская, была испанская дивизия, была словацкая легкая дивизия, но это же не значит, что вся Европа воевала. Ну, если говорить вот там вкладе в мощь вермахта. Да, Чехия как раз вот Шкода, вот, и бронетехника, и артиллерийские системы, и стрелковое оружие. Как раз Чехия стала одной из кузнец мощи вермахта. Но у нас эту тему помощи, как Гитлер воспользовался потенциалом Чехии в войне, но у нас как-то это деликатно тему обходит. Светлана, переходим в чат трансляции. Как думаете, Россия вместе с США выступят против Европы? Нет. Я думаю, так, чтобы это был альянс. Но могут вполне неформально разыгрывать две руки, ибо Трамп ну, не то, что ненавидит, он на дух не переносит евробюрократов. И я давно говорил о том, что Трамп будет выстраивать индивидуальные отношения, допустим, с Орбаном, победит на выборах та же партия реформ, Фарадж, он будет выстраивать отношения с ним индивидуально, но вот всю эту Камарилью, там, Урсулу, прочих он на дух не переварит. Антон, Поэтому, да, да, Антон э, Несмеянов. Господин Шелли, спросите, пожалуйста, гостя, какое самое страшное предательство и от кого у него было? ну, Бог миловал. Э, Каких-то страшных предательств не было. Да, было, как говорится, были люди, которые разочаровывали, от которых не ожидал некоторых вещей, но когда люди там переобувались в полете, когда те, кто казался те вполне адекватными, рационально мыслящими людьми, ну, превращались в каких-то чертей и демонов, ну, это было, но такого вот предательства
Бог миловал. Значит, Вася задает вопрос, почему наши власти вели такую политику, ведь было известно, что россияне мечтают вернуть свои исторические территории, которые они завоевывали и осваивали, но наши дразнили медведя и ждали. Может быть, так и было задумано. Ну, как ждали? Вот та же бригада Нацгвардии, которая базировалась в Гостомеле, но высаживать десант, если там даже, пусть и бригада не с тяжелым вооружением, но, по сути, Нацгвардия легкая пехота, но высадиться там, где стоит бригада Нацгвардии, там в районе Гостомеля охраняет аэродром Антонова, но это самоубийство, это авантюра. Но бригаду почему-то там за непродолжительное время до начала СВО убирают туда, по-моему, в Луганскую область переместили куда-то на восток. На Крымских перешейках вместо 4 бригад, которые планировались для обороны перешейков, оставляют одну, и та находится за 80 километров на полигоне в Олежках. Ну и даже когда она пытается туда выдвинуться, ну, естественно, она попадает под раздачу российских сушек там, и публика, были эти кадры там с колонной, которая была уничтожена с воздуха. Вот. Ну, вот как-то так. И это наводит на такую конспирологическую версию о том, что, ну, может, так и было задумано. Вот как и с Крымом. Вот, рассказы о том, что нам там Обама не позволил. Да, ну, понятно, что с Крымом что-то можно было делать в первые 72 часа. А дальше уже дело было сделано. На И Крым пойдут, верите в это? нет, это с чем? С черенками от лопат, то, что Как с могут чем? С патриотизмом и потужностью. потужностью, да. Вот. То, что могут быть рейды гуровцев, какие-то высадки там, ну, это такие самоубийственные операции. То, что могут ударить по Крымскому мосту, да, это может быть. Но о том, что, как говорится, э, как это бывало и в гражданскую, и в Отечественную войну, когда пойдут брать перешейки там, или через Севаш, этого нет. Пока для этого нет ни сил, ни возможностей. Ой, да, ну, в общем, ударили по Краматорску и передают сейчас, уже официально подтвердили, Донецкая облгосадминистрация, военно-гражданская, да, о том, что был удар по энергетическому объекту. Дружковка и Константиновка и пол Краматорска сейчас без света. Ну, что и требовалось доказать. Да, вот Краматорск многие забывают о том, что там такой был, когда-то гремело предприятие Новокраматорский механический завод, машиностроительный завод. Кстати, завод заводов, то есть, который производил не только товар, продукцию мирного назначения, но и боевые машины разрождения для саперов, которые благодаря которым можно было разгребать завалы, там, преодолевать препятствия. Но это такое. И накануне Отечественной войны именно на этом заводе была произведена единственная в Советском Союзе 406-миллиметровая пушка для линкора «Советский Союз». А на тот момент это была такая технология, ну, только очень узкий круг держав обладал такими возможностями. Там одной технической документации было 100 тысяч страниц на это орудие. Это орудие потом, опытное орудие, оно было отправлено на полигон под Ленинград и даже отметилось в ходе контрбатарейной борьбы с немецкой артиллерией под Ленинградом. Но это все колоссальный потенциал, который, к сожалению, Украина оказался не востребован. Но как бы там ни было, завод стоит, там больших разрушений, слава богу, не было. Ну, Трамп, короче, куражится, тут тоже приходят новости, публикует у себя видео искусственный интеллект сгенерированный, где он и диджей Вэнс, Джей Ди Вэнс, хотя он тоже диджей по-своему, значит, в образе жнеца смерти, в общем, потужно, но
параллельно с этим, конечно, форсится видео о том, как очередной корабль, ну или как катер, лодку и в Венесуэле уничтожили, и Трамп пишет, вот, так будет со всеми, кто будет терроризировать американский народ. И вовсю уже многие аналитики пишут, что готово все американцам, чтобы зайти в Венесуэлу, вторгнуться, порты занять, в общем, за Мадуро прийти и провести такую спецоперацию. Как вы думаете? Маленькую победоносную войну. Честно говоря, еще месяц назад я был скептически настроен к такой перспективе. Сейчас действительно вероятность того, что там что-то в таком роде может произойти, там, как это было с Панамой, с Гренадой, вполне допускаю. С учетом того, что Трамп исповедует такой новый извод доктрины Монро. То есть, вот, восточное полушарие, там Путин, там Си, там неприятные ему европейцы, а вот западное полушарие это наша парафия, и там какой-то Мадуро, который позволяет кто-то не в ногу шагать. Поэтому вполне допускаю того, что там может быть проведена военная операция. Учитывая тот наряд сил, который сейчас находится у побережья Венесуэлы. Ну, да, количественно армия Венесуэлы это не там крошечные вооруженные силы Панамы или Гренады, но это армия, которая не нюхала пороха и которая, ну, скажем, там у Мадуро армия не является привилегированным сословием, по определению там говорится, мотивации защищать этот политический режим будет немного. Ну, А, товарищам Ру виднее. да, давайте еще пару вопросов. Азабраза, пользователь. Почему до сих пор нет реакции США на предложение Путина продлить на год ДСНВ? Неинтересно им? Тянут время, но я думаю, вот как раз тут более-менее перспективы есть. Вот, нет, не сказали, и другое дело то, что, возможно, там э, лобби американского ВПК, может быть, имеет вопросы. Ведь там речь идет об потолках, там 1500 боеголовок, там. Но все-таки здесь определенный оптимизм есть, и мне кажется, все-таки стороны вот по этому вопросу они договорятся. То есть пока нет. Это ж, слово нет не прозвучало. Мгм. Значит, вопрос. Почему бандеровская идеология популярнее на Востоке, чем на Западе страны? Как вы это объясните? Ну, что значит популярно? В определенных довольно узких кругах. То есть сказать о том, что да, для ну, как бы Ну, тут не то, что молодежи. популярно. Давайте так. Лучше воспринята была на Да, восточной, чем на западной. да, и с другой стороны, ну, если бы не подыгрывание со стороны государства, то есть когда определенных носителей этой идеологии привлечали, а потом это, собственно, было взято, ну, как этот украиноцентризм, под видом украиноцентризма было взято, как говорится, поднято на щит государственной идеологии, ну, я думаю, такого бы не было. Но, как говорится, за неимением другого, к сожалению, собственно, это привело к той печальной ситуации, ну, в которой Украина находится. Знаете, среди молодежи, насколько я помню, в 2012 году, то есть вот этот по Днепропетровской, по Полтавской, Запорожской областям, там процент тех, кто продерживался так, радикально националистических взглядов, он был не выше 6-7%. В целом, как и по стране. Высшее руководство Хамас отвергло план по урегулированию Ну, в секторе Газа. ну, этого следовало ожидать. То есть там бойня продолжается, ну, людей жалко гибнуть ведь с той и с другой стороны, но это Восток, дело тонкое. На Востоке слабых не празднуют, там празднуют силу, а силу демонстрирует Израиль.
У Израиля вполне такая себе ветхозаветная логика. Если тебе ударили по щеке, выбей глаз. Ну и понятно, когда в Европе там леваки бегают, там фри Газа и так далее, но они же забывают о том, что было 7 октября. А там, ну, там э, абсолютно дикие вещи творились и с гражданскими, там не только с военными. Ну, одно дело там воевать с девочками-наблюдательницами, которые там сидели на захваченной военной базе. Другое дело там потягаться с Галани или там Нахаль, это боевые бригады армии обороны Израиля. Ну и они воюют жестко. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем стриме, на нашем прямом эфире. Андрей Владимирович, благодарен вам за время и мысли. Взаимно. Большая просьба, поставьте лайк этому стриму, этой трансляции. Лайк всему голова, он нужен и важен, особенно в эти очень непонятные с точки зрения алгоритмов и разного рода влияний на платформу YouTube нехороших товарищей. Да, я бы и против дизлайков, но почему-то их убрали. Ну, понятно, что я же не тульский пряник, чтобы всем нравиться. И к этому абсолютно не стремлюсь, я спокойно отношусь к тому, А что... чего у вас дизлайки убрали? У нас есть дизлайки вроде бы, чего вы? Дизлайки есть, никто их не убрал. И Да. хороший, Не, добрый... счет, как говорится, да, можно же поставить этот пальчик, но количество нигде же не фигурирует. Это означает, ну, это, если ты хочешь там убрать лайк, то ты можешь это сделать, но сколько дизлайков там на том или ином видео ты не видишь. Мне просто было бы интересно. Да, друзья, большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем пятничном стриме. Берегите себя и друг друга. И опять вот я так думал, так радовался, когда это мое прощание было без интертекстуальности, без двойных смыслов и двойного дна. Но сейчас, видимо, это время опять возвращается, да, маятник качнулся в эту сторону. Поэтому двусмысленно, добра и света вам. Увидимся.